Рада приветствовать всех любителей вязания. Это видео я не планировала снимать, но под прошлым роликом, где я показывала этот джемпер, зрительница оставила комментарий с просьбой показать, как выполняется второй узор этого джемпера. Поэтому я решила сразу показать все сложности, с которыми вы можете столкнуться во время вязания, если вы хотите повторить именно такой джемпер, и показать сам узор, показать переход от одного узора к другому, как я выполняю, и еще некоторые нюансы этого джемпера. Вообще, мне очень нравится, когда вы оставляете вот такого плана комментарии, где что-то спрашиваете, делитесь своими интересами. Это помогает мне лучше понять свою аудиторию, а вы взамен получаете более интересный контент. Поэтому всем большое спасибо. Начать хочу с набора петель. В этом джемпере, когда я его вязала, я вязала свой джемпер из льна, 340 метров в 100 граммах, пряжа достаточно жесткая до ВТО, не эластичная, как я поступала. Петли я набирала на спицах на размер больше, нежели вот этот рисунок. Вот этот узор я вязала на спицах на пол размера больше, нежели основной рисунок. Почему? Потому что, как я увидела в этой модели, вот манжет этот ажурный, он должен быть достаточно свободный. И когда я провязала образец одними спицами и этот ажур, и этот, у меня получился манжет достаточно стянут. Это нюансы, с которыми столкнулась я при вязании. Вы, когда провяжете свой образец, вы увидите, нужна вам эта разница в спицах или не нужна. Потому что здесь очень много будет зависеть от пряжи. Если она достаточно эластичная, возможно, вам и не придется баловаться с размером спиц. А возможно, и придется. Итак, петли я набрала на спицы на размер больше. То же самое я проделала с образцом, который буду провязывать вместе с вами. Я его буду вязать на спицах номер 3,5. Набирала я петли и провязывала установочный ряд. Это обычный лицевой ряд, то есть если поворотными рядами, я изнаночными петлями вязала. На спицах номер 4,5. Дальше я перехожу на спицы 3,5. Вместе с вами то, что я буду провязывать, я буду вязать все одними спицами для удобства просто. А вот на эти нюансы просто обращаю ваше внимание. Итак, теперь я начинаю вязать ажурный манжет. Раппорт узора ажурного манжета 8 петель, а раппорт основного узора 16 петель. Очень красиво и гармонично можно выполнить переход. Давайте начнем с того, что я провяжу несколько рядов ажурного манжета, покажу, как он делается. Раппорт данного узора, как я сказала, 8 петель в ширину и 2 ряда в высоту. То есть по лицевой стороне это всего лишь один ряд, который формирует эти зубчики. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Этот элемент я выполняю как всегда. На правую спицу переношу первые 2 петли, левой подхватываю первую петлю, а правой вторую. Таким образом я их поменяла местами и затем все 3 петли провязываю вместе одной лицевой. Далее 2 лицевые и накид. Я закончила вязать первый раппорт узора. И таким образом провязываю до конца ряда. 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Провязываю их вместе.
2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Поменяла местами и провязываю одной лицевой. Далее 2 лицевые, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 лицевые и накид. Я провязала то количество раппортов, которое нужно для моего изделия. Если же вы вяжете поворотными рядами, то ряд заканчивается одной лицевой петлей симметрии и кромочной. Если же вы вяжете по кругу, принцип тот же, только количество петель вы набираете кратно 16 по основному узору. Петли симметрии и кромочные, соответственно, вам будут не нужны. Четные ряды в этом узоре провязываются все изнаночными петлями, точно так же, как и в основном узоре. Накид также провязывается изнаночной петлей. При вязании по кругу, соответственно, все петли у вас будут лицевые и накиды в том числе. Я частично провяжу второй ряд, чтобы показать, как я это делаю. Далее я за кадром провяжу какое-то количество рядов этого узора, потому что все ряды здесь будут повторяться, как первый ряд и как второй. Видите, изнаночную провязываю изнаночную, накид открытой изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Итак, я провяжу сейчас за кадром несколько рядов этого узора и вернусь к вам, когда буду выполнять переход от узора к узору. Итак, я провязываю последний ряд манжета, кромочную переснимаю, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Можете провязывать этот элемент протяжкой, если вам удобно, мне так удобнее. 2 лицевые, накид, это я провязала первый раппорт узора и повторяю. Лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 лицевые и накид. Я провязала нужное мне количество раппортов. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Высоту манжета определяете вы, которая вам нужна. Это будет где-то 10-12 сантиметров. Кто-то хочет больше, кто-то меньше. Это те размеры, которые на модели, и которые я повторяла, когда ее провязывала. Манжет мой провязан. Раппорт узора основного соответствует 2 раппортам манжета. И я смотрю, мой манжет начинается с накидов, с дырочек. Следовательно, логично будет мне начать вязать основной узор с того полураппорта, который с дырочками. По схеме это вторая часть узора. Поэтому я начинаю ее вязать сразу после манжета. Кромочную я переснимаю и начинаю вязание. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот мое убавление плавно перешло в узор. Далее идет 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь вот тоже плавно переходит убавление 3 петель вместе в убавление вправо.
И получается этот красивый переход. И второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 4 накида через лицевую, накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая, четвертый. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид. Я закончила вязать раппорт основного узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И здесь уже видно, что петли начали уходить в основной узор. В этом образце я начала вязать с 13 ряда. 13, потом 15 и так далее, пошла с переходом к первому раппорту. Здесь с вами я провяжу с 11 ряда, просто чтобы вы видели, какая разница при этих переходах получается. Четный ряд изнаночными петлями я провязала за кадром. Теперь буду провязывать 13 ряд узора. Кромочную переснимаю, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, третий накид, лицевая петля, четвертый. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 15 ряд основного узора, кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 6 накидов через лицевую, накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий, лицевая, четвертый накид, лицевая петля, пятый, лицевая, шестой накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Вот как выглядит этот переход на данном этапе. Сейчас я за кадром провяжу еще пару рядов, потому что как вязать узор я показывала в прошлом видео. Здесь в конце прикреплю схему вот этого узора и перехода. И после того, как провяжу пару рядов, я покажу, чтобы вы увидели разницу между переходом, если начинать с 11 ряда, вязать узор, как я в маленьком образце вяжу, и как в сером образце у меня провязан с 13 ряда, чтобы вы имели представление, что вы получите по итогу. Мне пришлось закрыть петли, потому что очень неудобно будет вам показывать. Кончик я не обрезала, будет это у нас импровизация такая. Итак,
Раппорт узора 8 петель. Но когда я набираю петли, я исхожу из того, что у меня раппорт узора составляет 4 петли. Это для того, чтобы у меня достаточно пышный получился рукав. Итак, я начинаю набирать петли из кромочных. Кромочная здесь хорошо видна. Вот она, эта кромочная петелька. Вот. Когда я ее подхватываю, на изнанке остаются только изнаночные, по лицевой стороне только лицевые. Вот такая цепочка здесь идет. Каким образом я набираю? Одна лицевая петля. Первую не очень удобно набирать. Далее делаю накид. 3 петли набираю. Раз, два, три. Накид. Накид обычный делаю, как при вязании. Далее одну петлю набираю. Вновь накид делаю. 3 петли. Раз, два, три. Накид. Одна петля. Накид. 3 петли. Раз, два, три. Накид. Одна петля. Накид. 2 петли. Я довязала. Вы вяжете то количество, которое вам нужно, и набираете петли, ориентируясь по схеме. То есть вы заканчиваете одним накидом. Последнюю я не могу набрать. Ладно. Далее по изнаночной стороне все петли провязываются просто изнаночными петлями. Накиды также провязываются, как и в узоре, открытой изнаночной петлей. Итак, я за кадром провязала второй ряд. Вот как это получается соединение. Это можно назвать его установочным рядом, но я его называю первым. Далее второй ряд. Одна лицевая. Немножечко придерживаю хвостик, еще второй ряд, потому что петельки еще растягиваются. Одна лицевая. Накид. 5 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, 5. Вот я провязала накид, который был в предыдущем ряду. Далее накид, лицевая, накид и вновь 5 лицевых петель. 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид. И у меня здесь осталось 3 лицевые петли вместе с кромочной. Ну, у вас все равно будет количество другое. Вот как это будет выглядеть на данном этапе. Сейчас я за кадром провяжу четный ряд изнаночными петлями. И потом покажу вам пятый ряд. Дальше вам все станет понятно. Пятый ряд. Я, кстати, рукавчик начала вязать без кромочной петли. Вы ее просто учтите, когда вы будете набирать. Если вы хотите рукавчик, чтобы он был не сшивной, как на модели, это важно будет. Я просто как-то вязала по кругу рукавчик своей модели и упустила этот момент из виду. Итак, одна лицевая. Я ее и называю здесь одна лицевая. Далее накид. 2 лицевые. 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. И начиная с этого ряда я вяжу этот узор полностью по схеме. 2 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, дальше пойдет 3 вместе. Я здесь не считала петли, поэтому у меня несоответствие петель здесь будет.
Принцип, я думаю, вам понятен. Таким образом, я расширила рукавчик, при этом переход вот от полочки к рукаву у меня остается ровным. И после ВТО здесь ничего не будет не вытягиваться, когда вы набираете из одной кромочной петли 2. Такое иногда происходит, его нужно хорошо потом отпаривать. Здесь этого не будет, и одновременно рукавчик получится широким. Надеюсь, я смогла рассказать все нюансы этого джемпера, потому что он действительно заслуживает внимания. Красивая и интересная вещь получается. Если кто-то из вас будет вязать, с радостью посмотрю ваши работы. У меня в описании к каналу есть ссылочка на мой инстаграм. Если захотите, я даже ваши работы могу показать в видео. Всем хорошего дня и до встречи на канале!